Добрый день, меня зовут Людмила. Вы находитесь на моем кулинарном канале. И сегодня мы с вами будем готовить творожную запеканку. В процессе приготовления я покажу вам одну интересную идею. Я ее увидела где-то на просторах интернета у кого-то из кулинарных блогеров. Все, кто пек запеканку, знают, что при выпечке на поверхности образуется корочка. Эта корочка вздувается, потом она опускается. И я покажу вам, что нужно сделать, чтобы этого не произошло. Вот такая красивая, румяная, вкусная, хорошо пропеченная запеканочка, пышная у нас получилась. Посмотрите, как хорошо подрумянились бока, верх, изюмчик. Все очень вкусно и очень красиво. Для приготовления запеканки мне понадобится 400 грамм творога. Здесь 2 пачки магазинного творога, 2 столовые ложки сметаны, у меня сметана 20%, 2 куриных яйца, 4 столовые ложки с небольшой горочкой сахара, 4 столовые ложки с горочкой манки, немного ванилина либо ванильного сахара, 1/3 часть чайной ложки соли и 1 чайная ложка без горочки разрыхлителя. Также в запеканку можно добавить изюм по вашему желанию. Вот я его предварительно залила горячей водой, чтобы он набух, не был жестким. Творог я разминаю. Вы можете его протереть через сито, чтобы не было комочков. А в пачках обычно продают творог хороший, мелкий. Его уже не нужно протирать. Не нужно пропускать через мясорубку, не нужно протирать через сито. К творогу мы добавляем все оставшиеся ингредиенты. Это сахар, разрыхлитель, соль, ванилин, манку, 2 столовые ложечки сметаны, сметаны не жалейте, чем больше, тем вкуснее. И яйца. Все перемешиваем аккуратно в однородную массу. Вот сейчас, кстати, вы можете попробовать на сахар. Если вам сахара недостаточно, если вы любите послаще, можете добавить еще. Все хорошо перемешали и оставляем нашу творожную массу постоять, примерно с полчасика, чтобы манка набухла и не чувствовалась в готовой запеканке крупинками. Прошло полчаса. Творожная масса настоялась, она заметно гуще стала. Сейчас я ее буду перекладывать в форму. Форма у меня небольшая, 15 на 20 сантиметров. Форму я хорошо промажу сливочным маслом. И чтобы запеканка не прилипла, посыпаю форму панировочными сухарями. В творожную массу добавляю изюм и аккуратно выкладываю ее в подготовленную форму. Всю массу выложили, аккуратненько ее разравниваем. А теперь та самая полезная идея от кого-то из кулинарных блогеров из интернета, о которой я говорила в начале. Чтобы запеканка не покрылась корочкой и не вздулась в процессе выпечки, нужно сверху смазать ее сметаной. На это у вас уйдет примерно 2-3 ложечки сметаны. Вот такая красота у нас получается.
Теперь форму с будущей запеканкой я ставлю в разогретую до 180 градусов духовку минут на 40. Но в любом случае буду смотреть по ее готовности. Все, моя запеканочка готова. Она простояла в духовке 50 минут. Посмотрите, как она хорошо зарумянилась. И обратите внимание как раз то, о чем я вам говорила. На поверхности запеканки не образовалась корочка, она не вздулась. Запеканка равномерно поднялась, стала пышной. И даже если сейчас, когда она остынет, она немножечко осядет, все равно внутри она останется пышной и хорошо пропеченной. Так, запеканка остыла. Сейчас мы ее разрежем и посмотрим, какая она внутри. Вот такая красивая, румяная, вкусная, хорошо пропеченная запеканочка, пышная у нас получилась. Посмотрите, как хорошо подрумянились бока, верх, изюмчик. Все очень вкусно и очень красиво. Такая запеканка хороша и с вареньем, и со сметаной. И даже если ее кушать просто без всего, она очень вкусная. Попробуйте приготовить. Спасибо, что смотрели мое видео. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал. Всего доброго вам. До новых встреч, до новых видео.